И всем доброго времени суток. Сначала, ребят, в принципе, на последнем видео 80% не подписались на мой канал. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны. А мы приступаем к видео. Вот, новый, так сказать, первый мой обзор мода на этом канале. И, кстати, не зря. Я так-то посмотрел, и это, оказывается, очень охрененный мод. Это очень интересный мод. Это мод под названием Bloody Europe 2. Короче, Кровавая Европа 2. Здесь, короче, больше 4000 провинций. Это только Европа. Тут кроме Европы ничего нет. Здесь есть некоторые интересные механики. Давайте я вам покажу. Сначала, вот, получается, у вас есть 3 размера карты. Это 4432 провинций. Вот. Либо есть поменьше, но мы будем самым максимальным играть. Как бы все-таки... Ого, это я оставлю. Лучше не трогать. Вот. Новая игра. Давайте я вам покажу самые такие основные сценарии, которые вы, скорее всего, когда зайдете, будете играть. Вот, у нас есть, в принципе, битва титанов. Но это такое. Самые интересные сценарии. Это у нас современный мир. И тут есть, вот, современный мир обычный. И есть современный мир с реальным населением. Вот. И это уже более, так сказать, интересно. Тут уже побольше цифр. Вот. Но мы еще к этому подойдем. Вот, с реальным населением у нас есть сценарий. Вот, получается, все страны будут с реальным населением. Там у Украины 40 миллионов. Даже нет, 45. Где-то 45 миллионов жителей. Но... В этом моде почему-то 35. Немного непонятно, но допустим. Вот, и самые такие еще классные сценарии, мне которые понравились, это Вторая мировая. 1 августа 1939 года. Либо тот же самый сценарий, только с реальным населением. Вот это интересный сценарий. Вот. Ну и, конечно же, есть Кайзер Рейх, гражданская война в России. Это тоже, так сказать, интересный вариант. И есть Великая война. 11 июня 1914 года. Вы можете поиграть там за Русскую империю, за Немецкую, за Австрийскую империю, либо за Францию, либо за Великобританскую. Точнее, за The Great Britain, да. Вот. Это такой себе обзорчик. Он будет медленный, но интересный, надеюсь. Давайте зайдем на современный мир с реальным населением. Давайте выберем Украину. Вот, и здесь, я вам так скажу, очень интересная механика. Рейтинг немного кривоват, потому что, ну, смотрите, тут немного, я думаю, с балансом некоторые есть проблемы. Ну, по крайней мере, мне так кажется, потому что буквально за 20 ходов вы можете стать первым, ну, первой экономикой мира, типа, да, но не суть. Так, смотрите, если зайти в вкладку Украину, у вас вы тут можете сформировать, там, не знаю, вот за Украину я могу вот это сделать, Рутению вроде бы, вот. Давайте лучше начнем с доходов. Получается, смотрите, вот, у вас есть казна, у вас есть прирост денег, у вас есть, конечно, очки действия, очки дипломатии и новый ресурс под названием ресурс, но только по-английски, вот. Что он делает? Этот ресурс отвечает. Короче, раньше, смотрите, как работало, в принципе, призыв войск. Вы берете, призываете сколько хотите войск. Вот. Тратится день. Но здесь еще тратятся ресурсы. Получается, если на вас нападают, вы не можете просто, ну, если у вас будет там миллиард денег, в прямом смысле этого слова, тут может быть миллиард, вы не сможете мобилизовать за все эти деньги, получается, так сказать, все население. У вас будет лимит по ресурсам. Так что теперь немного тактика меняется. Советую вам всегда иметь какой-то контингент войск в вашей стране, потому что не факт, что вы сможете так быстро мобилизовать ваше население. Точнее, вы вообще его не сможете быстро мобилизовать. Так что советую вам держать какой-то внушительный контингент войск. Вот.
В принципе, это такой самый интересный лимитирующий фактор, ну, который делает какой-то лимит на ваше войско. Вот, потому что, как я и вам и сказал, тут деньги легко получить, давайте так скажем. Вот, у вас есть, да, не пугайтесь, у вас есть новые иконки, инфраструктура, медицина, металлургия, вот, бонус атаки, бонус защите и образование, вот. Получается, вот эти иконки новые, они, в принципе, ну, ничего не меняют, немного, просто немного другие иконки, кроме вот этих, где они. Бонус атаки, бонус защите, они дают, ну, бонус к атаке вашим войскам и бонус к защите, если вы их будете прокачивать. А все остальное, в принципе, образование это исследование, просто побольше. Вот, в принципе, да. Инфраструктура это управление минус 6, 0.6%. Вот. В принципе, да. Здесь тоже интересно, как видите, тут 120 максимум, но это все находится в лимите, но, как сказать, к своему пределу. Типа, смотрите, вот мы прожимаем рост населения, и максимум, который вы можете сделать, это 40. А знаете почему? Потому что ваши технологии, давайте, туда я зашел, у вас технологии, вот в Украине 1.65, вот, вам недостаточно технологий, вот когда вот вам надо исследовать, вот получается теперь, как я вижу, и тут имеет больше смысл инвестировать в исследование, потому что это дает вам больше, вы можете тратить больше очков на технологические очки, в принципе, вот, которые дают вам бонусы, вот, и максимум, как видите, 120. Вот, 120. Вы можете вообще играть за какой-то там, ну не знаю, за какой-то Монтенегро. Вот. И чисто выигрывать технологически. Это вам дает как и бонус к всему. Вот, буквально к всему. И вам будет попусту легче. Вот, вы можете доминировать в технологиях. В принципе, да. Насчет строительства, в принципе, здесь почти ничего, точнее вообще ничего не изменилось. Вот, стройте то, что строили. Но насчет альянсов, тут нет альянса НАТО. И я, скорее всего, знаю почему, потому что так будет неинтересно. Потому что, ну, смотрите, если вся Европа в НАТО, тут остается только играбельные страны. Да тут нет играбельных стран. Тут либо Россия на НАТО, либо НАТО на Россию, и все. Ну, итог очевиден. Как бы да. Вот, баланс здесь есть, но немного кривоват, я же и говорю. Войны. Войны здесь немного теперь преобразились, как бы сказать. Теперь тут не так уж и легко забрать Молдову, либо Приднестровье, либо целую Румынию. Это вам не Хойка. Это уже что-то более чем Хойка. Это более интересно, потому что, смотрите, вот, берете, я же говорю, у вас лимит войск. Вы можете вот сейчас, вот мы призываем, видите, у нас ресурсы все меньше и меньше ресурсов. Вот, у нас минус вот, 400 ресурсов. Вот, вам надо прокликать, подождать, потом еще раз, вот теперь вот тут собрать войска. Это все занимает кучу времени, кучу ходов. Вот здесь мобилизация, вот тут 19 тысяч и вот тут 8. И в принципе мы можем объявить войну Молдове, идем в атаку. Ну мы встретили какое-то сопротивление, но оно менее существенное, чем... Оно более существенное, чем в ванилке, так сказать, в аддоне плюсе, либо там в обычной ванилке. Вот, и скажу вам, мы захватили полностью Молдову, но, смотрите, это было более-менее легко, но сколько вам надо подождать, сколько вам надо собрать войск, это да, это занимает кучу времени. Потом, естественно, ассимиляция, вот, потом надо ждать. Еще не забывайте про свое население. У вас же тоже есть население, и, как видите, уже на 40 тысяч. Это, скорее всего, потому что я захватил Молдову. А так, если вы хотите... у вас, кстати, у Украины экономика 2 миллиона, у Польши больше. Чтобы здесь оказаться более, знаете, счастливчиком, просто инвестируем куда вы хотите. Вот. Просто инвестируем. Вот, инвестируем, не знаю, в Киев, например. И мы уже на 3-м месте. У нас Украина имеет 7
миллионов, давайте так скажем, фабрик. Пока у Германии 12, у Польши 3,5, а нас уже 7. Мы, в принципе, почти догнали Россию. И мы, в принципе, уже более боеспособные нации. Вот, если еще нажать на Украину, здесь у вас будет, в принципе, вот массовое строительство, но с этим мне еще надо разобраться. А вы меня извините, это, можно так сказать, обзор мода. Обзор на мод. Вот, надо еще с этим разобраться. Торговый барьер я не очень, если честно, понимаю, что под этим имеется в виду. Вот, но в принципе, насчет мобилизации населения это работает, так сказать, более-менее интересно. Вы вас сразу в столице мобилизуется максимум войск. И вроде бы даже вы можете распределять свои войска по границе. Например, давайте по границе Беларуси попробуем. Но, замечу, это работает немного криво. Давайте еще мобилизуем, не знаю, еще 30 тысяч. Посмотрим, что будет. В принципе, что-то здесь происходит. Давайте еще мобилизуем войска. Вот. В принципе, как видите, они сами потихоньку, как я понял, нужно иметь. Чем больше войск, тем лучше. И они будут сами куда-то идти. Но я вам так скажу, оно немного все-таки работает криво. Если честно, лучше это пока что не использовать. Давайте так скажем, оно пока что находится в разработке. Вот. Отменяем, отменяем лучше распределение войск. Лучше. Тут самый такой, так сказать, рабочий и полезная функция это все-таки мобилизация населения. Вот. Ты можешь одним кликом мобилизовать, в принципе, население. Вот. Так, давайте вкачаем бонус защиты. Я, в принципе, здесь ничего не вкачивал, потому что, ну, это все-таки более-менее первый взгляд. Так сказать, обзор, первый взгляд, как вам угодно. Короче, я вкачал первые 4 до максимума. И, конечно, максимум. Кстати, Россия, пока мы готовились, все-таки Турцию вассализировала. Интересно. Ну и, в принципе, на этом такие самые интересные новшества заканчиваются. Ну, по крайней мере, что я понял. Но тут более все, можно так сказать, все более глубоко. Тут надо разбираться. Немного тактика меняется войны. Теперь вам реально нужно, может, годами подготавливаться к полномасштабному наступлению, потому что ресурсы вас теперь ограничивают. И, в принципе, если вы хотите быть топ-1, просто спамьте первые 10 лет вашу столицу. Инвестируйте туда все ваши деньги. И я вам гарантирую, вы станете первым в мире по производству. Так, в принципе, мы подняли свою экономику все-таки до 73 миллиона. Вот. Тоже, по крайней мере, не так существенно, как у России. У нас все-таки 73 у нее все лучше. Вот. Но у Германии вообще капец, да. У Германии вообще море и земля. Но мы, в принципе, как-то Польшу все-таки обходим. Вот, Румынию тоже. Вот, но она превосходит нас по технологиям. Так что, на этом мы заканчиваем. Ребят, так что ставьте лайки, подписывайтесь на этот классный канал. Bloody Europe вас ждет. Этот мод будет у вас в описании. Ссылку на скачивание тоже у вас в описании. Группа ВК, на которой вы должны подписаться, но это все-таки их мод, тоже будет в описании. Вот. Так что спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем, так сказать, как играть прохождение. Теперь, скорее всего, с этим модом. Потому что этот мод немного делает все хардкорнее. И ты так теперь Германию легко не захватишь. И Россию тем более. Но тем и интересней. Так что ставьте лайки. Всем удачи. И, конечно же, не забывайте про подписку и комментарий. Пока.